Марциус, зачем ты пришел? Генерал Марцел сожалеет о том, что произошло. Он хочет увековечить память об Архимеде. Разве сожаления вернут Архимеда? А память обнимет меня и похвалит мою стряпню? Нет, но память вечна. Я хочу написать историю, которую узнают внуки наших правнуков и их правнуки. Вот все. Идеи, формулы, открытия. Бери, что хочешь, и пиши. Нет. Это всего лишь папирус, немой и мертвый. Только ты можешь рассказать, что он был за человек. Ну что ж, будь готов слушать долгую историю. Ведь жизнь гения гораздо сложнее, чем строение Вселенной. Юпитер, Марс, Сатурн. Земля – это сфера. Над нею еще одна сфера, только прозрачная. Луна тоже находится в этой сфере и двигается вместе с ней. Но откуда мы это знаем? Потому что ученые уже долго думали и пришли к такому выводу. Разве они не могли ошибаться? Клянусь Гераклом, твой сын не промах, Фидий. Спорить с главным астрономом не осмеливаюсь даже я, царь Сиракуз. У мальчика хватает мозгов иметь собственное мнение и отваги, чтобы его отстаивать. Мы отправим его учиться к лучшим мудрецам Айкумены. Пускай с ними поспорит. А теперь расскажи о звездах нам обоим. Скажи, как называется эта яркая звезда? Вот эта яркая звезда – Венера. Король Гейрон безошибочно увидел в Архимеде талант. Он отправил его в Александрию, в школу, где преподавал великий Эвклид. И именно Эвклид вел юношу в большой мир науки и открыл перед ним все богатство Александрийской библиотеки. Архимед часто говорил о том времени, как об очень счастливом периоде в своей жизни. Но всему приходит конец. Когда Архимеду исполнилось 20, Гейрон призвал его домой. Сегодня тебе исполняется 20. Время, когда пора покидать школу. Я пришел, чтобы отговорить тебя. Тебе не следует уезжать отсюда. Остаться здесь? Нарушить приказ? Спасти свой дар. Ведь только здесь, в Александрии, где собрались лучшие умы, твой талант, как драгоценный камень, с годами приобретет блестящую огранку. Но он мой царь, я обещал отцу. Цари, они все одинаковые. Заставят тебя служить им. Только не Гейрон. Он благородный человек. Он будет счастлив, если я последую своему призванию. Ты так молод. Суть царской власти – насилие. Война, налоги, покорность народа, строительство – все эти каждодневные заботы царя только насилием совершаются и влекут за собой новое насилие. И ты, мой мальчик, вернувшись в Сиракузы, станешь инструментом царя, его бичом, его секирой. Твои таланты станут создавать царские крепости и арсеналы. Твои открытия станут лить пот и кровь. Ты готов к этому? Не лучше ли укрыться от грозного мира царей в тишине и уюте, пристанища ученых? Откуда ты знаешь? Моя жизнь была долгой. Но Архимед был молод и верил в лучшее. Гейрон нуждался в Архимеде после смерти его отца и обещал ему свою милость и поддержку.
и полную свободу заниматься науками. Ах, если бы он тогда знал, что старый Эвклид был все-таки прав. Корабль, на котором Архимед возвращался в Сиракузы, попал в шторм. Старое судно дало течь, и команда день и ночь вычерпывала воду из трюма. Не стой, работай, то поддохнем все. Архимед придумал инструмент, который мог бы спасать жизни не одной тысячи моряков, и представил чертеж Гейрону. Механизм этот очень прост и состоит из полой трубы с винтом внутри. Винт этот вращается обычно с помощью ветряного колеса, либо вручную. В то время как поворачивается нижний конец винта, он собирает некоторый объем воды. Это количество воды будет скользить вверх по спирали во время вращения винта. И будет скользить до тех пор, пока, наконец, вода не польется из вершины трубы. Таким образом, можно легко откачать массу воды из трюмов тонущих кораблей. Позже Архимедов винт был использован для орошения полей. Когда урожаи возросли, царь увеличил налоги с земледельцев. Таким Телесила увидела его впервые, спускающегося по трапу, всего в сиянии юношеской самоуверенности. Он шел с намерением организовать и упорядочить свою жизнь так, чтобы она напоминала четкий геометрический рисунок. Архимед, мой мальчик, видел бы тебя твой отец. Мы беспокоились за тебя. Пришли Я в дурные порядке. вести. Боги спасли тебя. Ах, если бы боги умели вычерпывать воду, пришлось трое суток не вылезать из трюма. Но теперь все будет по-другому. С помощью этого устройства в следующий раз не придется взывать к богам. Я никогда в тебе не сомневался. А пока пойдем прогуляемся, нам надо многое обсудить. В городе полным-полно хлопот. Мы окружены врагами. Возвести сторожевые башни у входа в гавань и придумать какую-нибудь конструкцию, чтобы можно было полностью перекрыть створ от входа вражеских кораблей. Прошу меня простить, государь, но я математик, а не военный инженер. Ты гражданин города и обязан его защищать. Эвклид предупреждал меня. Он говорил, что царей заботит только война. Эвклид? Я думал, это не касается тебя. Эвклид никогда не управлял ничем большим, чем школьным классом. Что за моей спиной? Сиракузы, город. Наш с тобой город. Богатый, прекрасный. Ты думаешь, мало желающих завладеть этим богатством? Ограбить дома, убить мужчин, а женщин продать в рабство. Пока что мне удается удерживать мир, но что будет завтра? Но почему я? Потому что у тебя есть дар. Каждый служит своей родине как может. Ювелир Деметриус сделал по моему приказанию золотую корону. Но мне донесли, что он использовал сплав бронзы и серебра. Сможешь ли ты проверить это, не ломая венок? Как это задание связано с безопасностью города? Ты полагаешь, что город в безопасности, если кто угодно может обкрадывать казну? Но Это задание не для военного инженера, не так ли? Или оно тебе не по силам? я справлюсь. Старый царь имел отлично подвешенный язык. И соображал он тоже отменно. Понимая, что молодой упрямец не желает отказываться от своей свободы, но нуждаясь в нем для блага города, Гейрон взнуздывал Архимеда осторожно. Телесила, подойди ко мне. Сначала давая ему вполне невинные поручения. Когда Архимед побрел ломать себе голову над царским венцом, Гейрон решил отправить Телесилу следом, чтобы присмотреть за тем и за другим. Царь послал Телесилу прислуживать Архимеду и посоветовал быть не очень добродетельной.
Убирайтесь, я занят! Но Архимеда мало что интересовало, кроме этой злосчастной короны. Ты кто? Что ты тут делаешь? Я Телесилла. Меня прислал царь позаботиться о тебе. Боже, как же болит спина и голова. Ты спал на песке в неудобной позе. Перекуси, я приготовлю тебе ванну. Ты понимаешь, в чем заключается проблема? Как можно сказать, из чего сделан предмет, если ты не можешь этого увидеть? Безусловно, там есть содержание серебра и золота, но как же измерить разницу? Ты сила? Встань. А теперь сядь. Эврика! Эврика! Я нашел! Эврика! Нашел! Эврика! Нашел! Простите! Эврика! Нашел! Я нашел! Я готов. Готов. Одежду Архимеду. У тебя довольное лицо. Ты решил задачу с короной? Мне понадобятся серебряные и золотые монеты. Давайте их сюда. Вот так. Сейчас. К решению задачи меня подтолкнула вытекающая вода. Корона весила столько же, сколько весило золото на нее отпущенное. И если взять серебра и золото одного и того же веса и погрузить их в воду, то... смотрите.
Объем воды в каждом случае будет разный. Остается проделать то же самое с короной. Таким образом, если корона была сделана из чистого золота, тогда количество воды в подносах должно было быть одинаковым. Однако корона вытеснила меньше воды, чем серебряный слиток, но больше, чем золотой. А это означает, что корона сделана не из чистого золота, и что ювелир – мошенник. Нет, посидите. Я не ошибся в тебе, мой мальчик. Ты действительно очень талантлив, и моя признательность будет также велика. Значит, царь позволит мне заниматься чистой наукой? Ах ты упрямец. Будь по-твоему, я отпущу тебя. Только исполним вначале мое последнее задание. Подсчитай, сколько песчинок во Вселенной. Но это займет вечность. Конечно. Но согласись, моя доброта столь же бесконечна. Ведь я и слова не говорю о военных машинах и башнях. А то ведь помимо всех зерен урожая, есть также все зерна на земле. Все муравьи, а также так тобой любимые звезды. А всего этого даже боги не сумеют пересчитать. Ну что, ты покоришься? Царь хотел испугать Архимеда, но вместо этого юный упрямец принял вызов. Он подошел к задаче очень методично, разделив ее на две части. Сначала следовало определить размер Вселенной, затем вычислить, какое количество песчинок может вмещать в себя объект с такими размерами. Например, сосуд, заполненный мукой. Еще в Александрии Архимед прочитал труд Аристарха Самосского, утверждавшего, что Солнце является центром Вселенной, а другие планеты вращаются вокруг него, а не наоборот, как думал его отец. У звезд также есть собственная сфера, которая тоже вращается. Земля находится на полпути между Солнцем и звездами. И так мы можем рассчитать размер Вселенной, зная, что расстояние от Солнца до Земли равняется половине ее радиуса. Время пришло. Затем он подсчитал количество песчинок, необходимое, чтобы заполнить земной шар. Огромное количество. Ему пришлось изобрести новый символ. Обозначил его М. Арабы назвали бы это 10 тысяч. Мне понадобится твоя помощь. Будешь подавать это, когда я попрошу. Держи. Но нужно было понять, на каком расстоянии от Солнца находится Земля. Никто раньше не проводил таких точных вычислений. Он изобрел инструмент, с помощью которого можно было измерить видимый угловой диаметр Солнца. И он это сделал. Он высчитал количество песчинок во Вселенной. Кто другой был способен на такое? Для тебя нет ничего невозможного. Это непостижимо. Не для меня, для математики. Не сомневаюсь. Ну что же мне с тобой делать, мой мальчик? Великий царь знает, чего я хочу больше всего на свете. Ну да, чистая наука. Но это невозможно. Прости, но я не могу тебя отпустить. Но и удержать тебе меня не под силу. Я не раб. Пойми, ты — это страшное оружие. Отпусти я тебя сегодня, и завтра кто-нибудь из моих врагов захватит тебя и угрозами или насилием заставит строить военные машины и сооружения против Сиракуз. Словом, во имя моей любви к тебе и памяти твоего отца я
не отпущу тебя из Сиракуз. Но и удержать меня тебе не под силу. Я не раб. Поэтому Архимед решил, что должен тайно уехать в Александрию. Там была библиотека, где он мог бы спокойно работать. Стоять! Куда? Царь очень добрый, не желает держать тебя против твоей воли. Ты можешь ехать куда угодно, но она останется. Поезжай. Я разыщу тебя позднее. И он остался в Сиракузах навсегда. Из-за меня. Но что же царь? Заставил Архимеда делать военные машины и крепости? Нет, он сказал, живи, как знаешь, пока царит мир. Однако, если начнется война, ты, как гражданин, должен будешь исполнить свой долг. Ссора с Гейроном, однако, была на руку Архимеду. Все открытия, которые он сделал, родились, возможно, из одной большой идеи, которая пришла ему в голову, пока он играл с детской игрушкой Стамахион, игрой костей. Это множество маленьких треугольничков, из которых нужно собрать правильный квадрат. Ты помнишь Стамахион? Играла в нее в детстве? Эта игра костей демонстрирует нам нечто совершенное. Ты можешь вычислить площадь любой плоской фигуры с помощью треугольников. А я по-прежнему могу рассчитать площадь даже самой сложной фигуры. Потому что она все еще состоит из треугольников. А площадь любого треугольника высчитывается просто, когда знаешь длину сторон. Кто-нибудь когда-нибудь пытался вычислить площадь круга? Обычно говорят, невозможно. Но если у нас есть множество маленьких треугольников, то мы можем сложить круг практически идеальной формы. Фактически круг — это и есть многоугольник с бесконечным количеством сторон. А в объеме — идеальный шар. То есть, если треугольники помогают высчитать площадь любой формы, то пирамиды — объем, даже шара. Но мы никогда не получим идеального шара. Всегда остается какая-то погрешность, какая-то шероховатость. Однако, если я представлю шар как призму с бесконечным числом сторон, то она будет практически неотличима от идеального шара. То есть задача решается достаточно легко. Проблема в том, как выразить это математически таким образом, чтобы любой смог использовать эту формулу снова и снова. Приветствуйте славного гражданина Сиракуз, наимудрейшего из эллинов Архимеда, сына Фигия. Он создал труды, составившие славу его города и открывшие нам самые удивительные тайны природы. О равновесии плоских фигур, квадратура параболы, измерение круга, о спиралях, о коноидах и сфероидах, о плавающих телах, метод механических теорем, о шаре Я и чувствую цилиндре. себя словно украшенный венком осел в жертвенной процессии. Побудь хотя бы раз в моей шкуре. И вообще меня это пугает. Похоже на золотую клетку. Не бойся, ничего такого. Сиракузы действительно очень гордятся тобой. Ты сравнял наш город с Александрией и Афинами. Гейрон действительно был благороден и сдержал слово. 30 лет Архимед был предоставлен себе и своей математике. Легко быть благородным, пока царит мир. Но Рим и Карфаген должны были решить, кому править. А Сиракузы – богатый город на богатом острове. Отличный порт, тучные поля, рудники. Желанный приз для любого завоевателя. Сиракузы были союзником Рима в первой войне против Карфагена. И когда началась вторая, карфагеняне планировали захватить город. Ходят слухи, что Ганнибал хочет напасть на Сиракузы. Город подарил тебе 30 лет мира. Пришло время возвращать долги.
Я буду работать, чтобы спасти Сиракузы. Ради них, твоего внука Гиеронима, всех детей Сиракуз. Через 50 лет математик, наконец, понял суть работы царя. Архимед работал как никогда раньше. Вся его работа над углами, силами, дугами, все теперь имело особое значение. От этого зависела судьба его города, жизни людей. Никто не дерется лучше, чем солдат, защищающий свой дом. Но все его машины, созданные против карфагенян, были направлены против нас, римлян, союзников. Ты знаешь, почему так получилось. Гиерон был преданным другом Рима, но он умер, и его наследники погрузили Сиракузы в смуты и раздоры. Один из внуков старого царя впустил к нам карфагенский гарнизон, якобы, чтобы прекратить междоусобицы. Видишь, вы сами это сделали. После этого ваш город уже ничего не могло бы спасти. Никто, кроме Архимеда. Он спроектировал катапульты, анагры, скорпионы, лапы. Небольшие, чтобы атаковать легионеров и всадников. Огромные, чтобы топить корабли. Катапульты, словно огромные арбалеты, метавшие камни и стрелы на большие расстояния. Анагры – приспособления с ковшом или прощой на перекладине, выстреливающие в неприятеля камни и сосуды с зажигательной смесью. Лапы Архимеда – огромные рычаги, которые должны были цеплять вражеские корабли крючьями за штевни и вытаскивать из воды. Сзади стояли огромные катапульты. Перед ними анагры, мечущие свои снаряды по крутой траектории, а впереди, ближе всего к неприятелю, находились лапы Архимеда. Он говорил, что один человек сможет с их помощью поднимать из воды вражеские корабли. И граждане Сиракуз взялись за дело. Ты уверен, что это сработает? Один человек сможет вытащить корабль из воды? Все, что нужно нашим солдатам, это надежная опора под ногами. Остальное сделают рычаги. Один человек и рычаг? Дайте мне точку опоры и достаточно длинный рычаг, и я переверну землю. Принцип прост. Но этот принцип может изменить весь мир. Через 50 лет царь наконец понял суть работы математика. Архимед и царь трудились на протяжении многих лет, чтобы возвести оборонительные сооружения. К тому времени, как их работа была почти закончена, подошла к концу и жизнь старого царя. Вместо него новым царем предстояло стать его внуку, Гиерониму. Гиероним, мальчик мой, теперь на тебя возложена ответственность об этом городе. Гиерон, друг мой, приветствую тебя. Как продвигаются оборонительные работы? Они закончены. Остались Лишь детали. Что я должен делать, государь? Позаботься об этом городе, Архимед. Я сделаю.
Вскоре старый Гейрон скончался. На престол взошел юный Героним. Однако Героним царствовал недолго. Он пал жертвой заговора. Корыстолюбивые советники подтолкнули неопытного государя к разрыву с Римом и союзу с Карфагеном. И тогда римские шпионы убили его. Ганнибал прислал в Сиракузы 2 карфагенских полководцев сиракузского происхождения – Гиппократа и Эпикида, чтобы они обороняли город от римлян. Начинается. Первая линия! Огонь! Вторая линия! Огонь! Поднять машины! Мы победили их, они отступают. Математика победила их. Пока что. Все были напуганы, казалось, что снаряды сыплются из ниоткуда. Так, словно боги защищали Сиракузы. Не боги, математика. Я так и слышу, как Архимед это повторяет снова и снова. Однако Гиппократ ошибся. Мы вовсе не были побеждены. Мы отступили для того, чтобы перегруппироваться. Архимед был в отчаянии. Римляне выдержали этот удар и продолжали битву. Гиппократ глупец. Я всего лишь выиграл нам время. Римляне выжидают в бухте, и ни одна катапульта в мире не сможет их достать. Нашел! Нашел! Он придумал новый план, как победить римское войско. И в этом, по его замыслу, должно было помочь солнце. Каждый горожанин должен был принести зеркала, а медные щиты нужно было отполировать до блеска для направления солнечных лучей. Кто знает? Кто знает?
12 градусов. А старик не спешит. У стариков нет времени спешить, господин. И что же теперь? Ждем милости от солнца Гелиоса. За победу! Эй! За победу! Но мы не ушли. Проклятый Полимон, сын Диметриуса, позарился на римское золото. Гейрон казнил его отца-ювелира за золотую корону. Полимон разом превратился в бесправного оборванца. Понятно, что мальчику хотелось отомстить. Отомстить родному городу? И особенно Архимеду. Впрочем, Марцел приказал взять твоего мужа живым. Я пришел выпить с военным гением, у которого хватило смекалки противостоять мне. Пей со своими. Я математик, а не солдат. Ты защищал свой дом так же, как и любой солдат. Для победы над Римом нужен Архимед. Для поражения достаточно и предателя. Мой город погубили Рим и предатель. И сейчас я могу только сожалеть, что всего лишь ученый, не солдат. Ты даже сейчас продолжаешь сражаться против меня. Где ты припрятал еще парочку анагров и скорпионов? Вот его оружие! Нет! Архимед! 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 Достаточно крови. Так закончилась жизнь великого Архимеда. Я тоже не солдат. Я писатель. Я не ищу побед или войны. Как ты поступишь с этой историей? В Александрии есть огромная библиотека. Не туда ли он хотел попасть в конце концов? Наконец он добрался туда. Там он будет жить счастливо среди своих сверстников и среди других великих мечтателей. Архимед как-то говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну землю. И ему это удалось. Опираясь на науку, он перевернул землю, и она никогда уже не станет такой, какой была до него.